Самый честный обзор по рынку Турции. Он все или не все? Почему мы до сих пор строим и продаем доходную недвижимость? Прямо сейчас. Перед тем, как начнем, подпишись на наш канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. 2022 год. Высокий спрос со стороны внутренних и иностранных покупателей, в том числе из-за войны. Очень большое количество релокантов, поднялась стоимость на аренду, а также первичка. Продажи недвижимости выросли на 40%. Больше всего объектов покупали граждане России, Ирака, Ирана, Украины и Казахстана. Это спровоцировало резкий рост цен. По сравнению с 2021 годом цены на квадратный метр выросли более чем на 100%, до 1200 евро за квадрат. А в самых популярных городах, которыми стали Анталия, Стамбул и Алания, доходили до 3–3,5 тысяч. В 2023 году на 14% снизился объем продаж недвижимости. Но несмотря на снижение спроса, цены на недвижимость удвоились и составили в среднем по стране 2500 евро за квадрат. Причины удорожания строительства и девальвация турецкой лиры. Снижение спроса наблюдается также со стороны местного населения из-за отсутствия ипотеки. И иностранцев из-за ажиотажа 2022 года и жестких правил по иммиграции. Также повлияло землетрясение, повлекшее снижение как на внутреннем, так и внешнем рынке. И выборы президента. Многие думали, что после выборов запретят иностранцам получать ВНЖ и ужесточится еще больше политика по отношению к иностранцам в Турции. Закрытие районов для получения ВНЖ. Спекулятивное завышение цен в некоторых регионах, где спрос был завышен искусственно. Что мы можем смотреть, например, по Алании, где сейчас наблюдается жесточайшая коррекция. Прогнозы на 2024. 2500–3 тысячи евро за метр квадратный. Конечно же, не во всех регионах. В регионах типа Алании будет наблюдаться еще большее снижение. Анталия сильно не пострадала. И здесь, скорее всего, мы даже увидим в конце года небольшой, но рост. В среднем на 5–7%. Также катализатором может быть улучшение банковской политики по местному населению, а именно дешевые кредиты, что активно спровоцирует спрос на недвижимость, особенно в курортных регионах, таких как Анталия. И здесь мы можем увидеть во второй половине года, конечно же, увеличение на квадратный метр. В целом сейчас рынок для покупателя, потому что предложений у турецких застройщиков достаточно. Вы, как в хорошем качественном магазине, можете выбрать любой товар на любую стоимость. При этом хочу вас обрадовать, либо же огорчить, что в таких регионах, как Анталия, цены не будут сильно снижены. Здесь также существует и внутренний спрос. И не только среди постсоветского пространства, но и также среди европейцев и внутреннего рынка. Каждый турок мечтает купить себе квартиру. Это как каждый украинец и каждый киевлянин не против иметь квартиру, например, в Одессе. Выводы. Предложения на рынке недвижимости в Турции меняют формат. На первую позицию выходят объекты с краткосрочной и долгосрочной арендой, особенно отельного типа, с гарантированной доходностью, где вы можете выбрать номер, либо же апартаменты в центральной части города, либо же на первой линии моря, либо же возле аэропорта или торговых центров, где у вас будет очень хороший коннекшн, и самое главное, вы будете достаточно неплохо получать от этой аренды. Стратегия «купил на котловане, продал на сдаче» также работает, но доходность уже более умеренная, в среднем 15–20% на этапе строительства и на финале. Имейте это в виду. Поэтому предпочтение будут отдаваться объекты с годичной, либо же двухгодичной длительностью строительства от котлована до финала. Лично я верю в рынок недвижимости Турции. И наша компания не только не уходит с этого рынка, а наоборот увеличивает количество объектов. Один из таких – Антахом Неон, в самом сердце туристической Анталии. Старый город, Калечи, порт, и рядом у вас невероятно крутой, современный и с арт-пространством объект. Именно такие объекты будут пользоваться популярностью у туристов. И концепция также достаточно хорошая. Да, таких огромных процентов и доходов уже не будет, но будет стабильный, качественный доход от аренды на уровне 7–10% годовых. И это явно больше, чем в соседней Европе. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик и до следующего выпуска.